Друзья, снова приветствую вас на канале Разводня как хобби. Поднакопилось немного вопросов под видео. Да, я решил сегодня снять такой небольшой обзорчик с ответами на вопросы. Итак, один из последних вопросов. Какую таблетку эритромицина я даю, вернее не даю, а добавляю в нерестовики для обеззараживания воды, так скажем. Ну вот такая вот таблетка, смотрите, я вам сейчас покажу. Вот 100 миллиграмм таблетка. Получается на 5 литров воды пол таблетки добавляю. Ну обычно это делаю, если не рещу данио, ну в некоторых случаях тернецию. Когда инкубируется икра сомиков крапчатых, туда я в основном не добавляю. Ну, там зависит от того, сколько плохой икры. Если ее там совсем немного, то можно не добавлять. Если плохой икры побольше, то можно добавить для перестраховки. Но это нужно смотреть от случая к случаю. Так, очередной вопрос по поводу отсадника для живородки. Вот смотрите, вот такого плана отсадник. Вот здесь, видите, сделаны такие пенопластовые полосочки прикреплены для того, чтобы отсадник свободно мог плавать в аквариуме, не тонул. Сетка обычная садовая. Где-то 3 года назад покупал я в магазине все для сада-огорода. Размер ячейки 5 миллиметров. 4,5 на 5, ну я говорю 5 на 5. Сюда можно сажать любую живородку. Она нормально не рестится, вернее рожает малька. И весь малек практически остается живым. Значит, сетка склеена обычным горячим пистолетом. Кто знает, что это такое. Можно также обычной ниткой связать или на стяжке. Разметили и сделали. Итак, следующий вопрос. Какую температуру я поддерживаю в нерестовике при инкубации икры? Ну, температура стандартная 25-26 градусов. Летом температура воды такая есть сама по себе на разводне. Если, например, это в зимнее время, то тогда ставлю, конечно же, обогреватели. И все получается нормально. Следующий вопрос будет касаться, как поддерживается дно. Скажем так, как написано было. Как вы поддерживаете дно в такой идеальной чистоте. Ну вот показываю, что оно не идеальное. Вот смотрите. Мусор есть. Есть. Вон там целая кучка слева мусора. Пожалуйста, смотрите, скопилось сколько его на дальней стенке. Дело все в том, что если нет грунта, то всю эту работу по очистке стекол и дна в частности, потому что вопрос про дно, у меня выполняют вот анциструсы. Вы видите, что на разводне растений нет, поэтому такие крупные анциструсы, они очень хорошо с этой задачей справляются. Если бы были растения, особенно длинностебелька, то вот такие рыбки крупные, да, как анциструсы, они просто могут ее ломать. К плавающим, конечно, они относятся нормально, к плавающим растениям, но те, которые растут с грунта, они, конечно, их могут и поломать. Вот здесь в новом помещении разводня у меня уже, по-моему, 3,5 года. Да, если не 4. Значит, я в этих аквариумах после запуска никогда стекла, ни дно не чистил. Ни мочалкой, там, ничем. Все это положено на анциструсов, и они с этим очень хорошо справляются. И постоянно он там соваются по дну, по стеклам, там постоянно что-то шкребут. И они держат в чистоте дно, ну как в чистоте. То есть вот это вот мусор, который остается после жизнедеятельности рыбок, он просто не прилипает. Вы, наверное, обращали внимание, что если дно вот такое не как зеркальное, да, то к нему просто будет прилипать этот мусор. И его очень тяжело потом оттуда убрать. Это я когда показывал на нерестовиках. У маленьких рыбок, там вот анциструсов нету, и там прямо вот этот весь мусор прилипает к дну. Есть даже целое видео, как я убираю в нерестовиках вот это прилипший этот мусор. Кому интересно, можете посмотреть, на канале есть.
Здесь, пожалуйста, Батяня со своими самочками здесь сидит. Постоянно дно зеркальное. Все, весь остальной мусор при подменах воды убирается элементарно обычной трубкой. Сливается вода и мусор этот убирается. Вот такой простой ответ на вопрос. Итак, следующий вопрос. Как часто и сколько я кормлю рыб своих? Значит, вся крупная рыба, то есть не мальки, а вот крупная, вот такая, например, ну любая большая, она кормится один раз в день вечером. Утром я им ничего не даю, в течение дня тоже не даю. Малькам, если есть мальки, ну мальков я кормлю минимум 2 раза в день, могу и 3 раза, как получается по времени. А вся крупная рыба, она получает корм только вечером. Сухой корм основной это Копенс. Гранулы от 0,5 до 1,2 мм. Он хорошо тонет и на поверхности плавает, и тонет хорошо, то есть хватает и всем, и донным рыбкам, и тем, кто находится на поверхности, либо в толще воды. Друзья, такой еще интересный вопрос. Как уберечь икру, например, у Данио, да? Потому что вот рыбка, писали мне подписчики, что вот рыбки метают икру и сразу ее съедают. Ну да, это такое есть. Все, что падает в толще воды, рыбка считает кормом, обязательно пробует это все. Ну и, соответственно, съедает, если это съедобное. Значит, если Данио не растите, обычно используется сетка, как у меня на канале во всех видосах. Либо, если, например, там в банке, там неудобно поставить сетку, можно взять вот такие вот мочалки, обычные для мытья посуды, распустить их и прямо вот так на дно положить, устелить все дно, икринки туда будут падать, ну и рыба, соответственно, она их там не найдет. То есть процентов 70 икры, а может и 90, можно спасти. Потом она благополучно выклюнется и будут у вас личинки и, соответственно, мальки. Итак, друзья, очередной вопрос. Как понять, когда начинать кормить малька коридороса? Ну, я так понимаю, в частности, крапчатого. Значит, смотрите, ну, от момента нереста примерно там 5 дней, в зависимости от температуры воды 4-5 дней, и выклевывается из икринки личинка, да? Ну, первоначально она такая бесцветная, как бы особо не похожа еще на сомика, но примерно еще после того, как она вышла из икры, примерно 3 дня, может 4, да, у нее рассасывается снизу вот этот желточный мешок, который, которым она питается, да, и она начинает понемножку уже кушать. Ну, самый лучший стартовый корм для нее, соответственно, это живая артемия. Артемия, она там, даже если вы немного ее бросите, она постепенно садится на дно. И вот эти вот мальки, чуть только превратившиеся из личинки в мальки, да, начинают понемножку ее уже так дзёбать, и вы прямо будете видеть, как будет наполняться ихний животик. То есть он будет такой желтенький. Ну вот, я думаю, вам ответил на вопрос. Вот 5 дней идет выклев личинки, там при 25 градусах температуры. И еще подождете там где-то 3 дня, и можно потихоньку начинать давать уже им живой корм. Все будет нормально. Ну, в некоторых случаях может быть на 4-й даже. Ну, нужно смотреть. Это будет все видно, как вы будете по чуть-чуть давать с 3-го дня, начиная артемию, и малек ее будет кушать. Вопрос такой. Когда нужно уже забирать мальков анциструса для того, ну, для самостоятельной жизни, да? Значит, по моим наблюдениям, вот при температуре 25 градусов, от момента, как отложена икра, если вы это заметили, да, через 10, максимум 11 суток, лучше через 10, можно уже мальков, которые уже сформировались там в дупле, например, или где там они у вас вывелись, можно уже забирать от самца в отдельную емкость. И еще примерно через день-два можно их начинать уже кормить живой артемией. И рекомендуется, ну, в лучшем случае, где-то первые 2 недели давать только живую артемию. А спустя 2 недели можно потихоньку начинать подбрасывать им там по 2, 3, 4, 10 гранул любого корма, там гранулированного желательно, он будет лежать на дне. И рыбки маленькие, научившись уже кушать артемию, будут, соответственно,
пробовать и сухой корм. И уже в месячном возрасте можно постепенно начинать переходить больше на сухой корм. Рыбки будут развиваться очень хорошо и, соответственно, расти. Друзья, ну вот такое небольшое видео. Думаю, кому-то ответы на задавающиеся вопросы подписчиками помогут в разведении аквариумных рыбок. Смотрите видео, которые появились на экране. И до встречи на канале Разводня как хобби. Всем удачи и здоровья. Пока-пока.